Всем привет! Сегодня я покажу рецепт приготовления пирога с ревенем с белковой шапочкой. Трехслойный пирог, очень вкусный и красивый. Разные по структуре и вкусу слои отлично сочетаются. Основа из рассыпчатого песочного теста, кисловатый слой из ревеня и нежная воздушная шапочка из взбитых яичных белков с сахаром. Сначала приготовим песочное тесто. В большую миску кладем 175 грамм масла и добавляем 100 грамм сахара. Взбиваем миксером. Затем добавляем одно яйцо и взбиваем до однородности. Смешиваем 300 грамм просеянной муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. И засыпаем в миску, можно частями, чтобы лучше все соединилось. И вот мягкое и нежное песочное тесто готово. Собираем его в один комок. Кладем тесто в разъемную форму диаметром 26 сантиметров и руками распределяем по дну и немного по бортику. Можно сделать бортик повыше, чем у меня, чтобы он был почти до самого верха. Ставим выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Выпекаем основу до светлого, но не коричневого цвета. Для следующего слоя нашего пирога 500-600 грамм ревеня очищаем и нарезаем на маленькие кусочки. Складываем в миску. Засыпаем сахаром, примерно 100 грамм сахара и еще 100 грамм, пока уберем в сторону. Перемешиваем и пока отставляем. В отдельную миску разбиваем 3 яйца, взбиваем их, добавляем оставшиеся 100 грамм сахара, и вливаем 100-150 миллилитров сливок. Добавляем 2 чайные ложки крахмала, разведенные в холодной воде, и смешиваем. Эту смесь выливаем на ревень и перемешиваем. Достаем из духовки готовую основу. Немного смазываем бортик растительным маслом и выливаем на основу массу с ревенем. И опять ставим форму в духовку на 25 минут. За это время подготовим белковую массу. В чистое и сухое блюдо выливаем 5 яичных белков комнатной температуры. Добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до крепкой пены.
И затем постепенно начинаем добавлять сахар. Всего нужно 100 грамм сахара. Но добавлять будем осторожно, по 1 столовой ложке. И продолжаем взбивать до крепкой устойчивой пены. Под конец взбивания добавим 1-2 чайные ложки лимонного сока. Вот такая получается белковая масса. Она плотная и блестящая. Достаем пирог из духовки. Нагрев нужно уменьшить до 160 градусов. На пирог выкладываем белковую массу, выравниваем поверхность. И ставим пирог выпекаться на 30-35 минут. Еще около 10-15 минут подержать пирог при выключенной духовке с приоткрытой дверцей. Готовый пирог достаем из духовки и оставляем до полного остывания. Осторожно снимаем бортик формы. На поверхности пирога после остывания образуются капельки красивого янтарного цвета. Нарезаем пирог. Вот такой он получается на разрезе. Сегодня мы приготовили пирог с ревенем и белковой шапочкой. Очень вкусный пирог. Надеюсь, что вам понравится этот рецепт. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до следующих видео. Пока!